Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, Михаил. Ну, наконец-то, вы не в пробках. Буквально, да, был фильм такой в 6 часов вечера после войны. У нас в 7. Много информации. Начну с главного. Я расскажу, о чем мы сегодня будем общаться. О том, как изменилась ваша жизнь после карантина. А я думаю, она у многих изменилась. И личная жизнь, и работа, и деньги. В общем, что я буду за вас придумывать, вы сами нам расскажете, как изменилась ваша личная жизнь после карантина. Юля. Да-да. Из Омска. Юля пишет, что ее жизнь абсолютно не изменилась, а вот жизнь начальницы поменялась. И у нее, у начальницы, куча мелких придирок, она меня постоянно подкалывает, причем на мелкие мои ошибки выставляет их огромными и значительными. Я понимаю, что и ее не изменить, работу свою люблю, но понимаю, что скоро начну ненавидеть работу. Как перестать на нее реагировать и не принимать их близко к сердцу? Я все понимаю, кроме одного. Что случилось с начальницей за период карантина? Или она раньше тоже подкалывала? Вообще, так как многих это интересует наемных работников, отвечаю сразу. Начальница один раз сказала, вы ей один раз ответили, и дальше вы должны принимать решение. Ответили вы ей следующее. Мне не нравится, как вы разговариваете. Далее, она продолжила, посмеявшись, шутить над вами. У вас есть два выхода. Или мне уже нравится, как вы надо мной шутите, или до свидания, работа. Выбор за вами. Я бы выбрал до свидания, работа, потому что я сам был в такой ситуации, и там никто давно не шутил, там просто это был владелец интернет-телевидения, который просто такими недвусмысленными намеками пытался отжать у меня немного денег, которые я зарабатывал, можно сказать, непосильным трудом, рассказывая про свои сложности и трудности в жизни. Такое, как вымогался, цыганил, неприятно это все было. И я ему сказал, слушай, ты мне не нравишься, я с тобой работать не буду, и ушел, потеряв, между прочим, работу на 2-3 года. А то многие думают, Михаил, ты ему что, захотел, рукой махнул, другую работу нашел. Нет, я 2-3 года был безработный, это было давно, как давно, лет 8 назад. И я потерял достаточное количество денег. Поэтому я так выбрал, потому что перспектива от того, что твоя психика будет здоровой и незамутненной чужими, уколами, она дороже денег стоит. Еще раз попробуем. Здравствуйте. Прием. Алло. Наконец, как вас зовут? Алло. Вас зовут Алло? Здрасте. Извините, пожалуйста, я не поняла. Меня зовут Полина, и я хотела задать такой вопрос. В ходе коронавируса я стала больше и чаще общаться со своей мамой. У меня в связи с этим появились тоже кое-какие проблемы. Мы с ней занимались устройством дачи, чтобы моих детей можно было вывести летом на дачу и провести с ними лето. Мама у меня ничего там сама не может делать. Она дачу хотела продавать, и даже покупателя нашла, я ее отговорила. А когда мы приехали туда работать, получилось так, что мы должны были, мы с мужем, мы должны были, грубо говоря, бросить наших детей. Они там были предоставлены сами себе, мы только работали на этой даче. Плюс к этому еще и мама нам задания давала, что нам делать сейчас, что нам делать потом. В общем, закончилось это все тем, что мама влезла в работу мужа, когда он там кухню делал. Он плюнул, психанул и сказал, я больше не поеду. В общем, с тещей на этом он поставил вообще жирную точку настолько, что он сказал вообще больше, чтобы я не слышал даже никогда. Так. Я, так как это моя мама, мне было ее жалко, она начала плакаться, что же я теперь, как же я теперь, у меня тут здесь разруха, там разруха. И я, стала делать сама, и какую-то мужскую работу тоже. Но, правда, я туда ездила опять же с детьми, муж работает, мне их не на кого оставить, и как раз уже и каникулы начались. И я очень медленно там все это делала, потому что то есть приготовить, то детей сводить, позагорать, покупаться. В общем, и в итоге, в конце концов, мы с мамой тоже рассорились на той почве, что
мы ушли купаться, она приехала на дачу, когда мы ее не ждали, а ключа не было, и я не развернулась, канала не побежала ее встречать. Можно вам задать вопрос, пока вы рассказываете? Да. Если я правильно помню начало рассказа, то мама хотела продать дачу, да? Да. А вы зачем мама туда вмешались? Дачу, потому что она вообще сама мне тоже просила меня в свое время, не хотим ли мы там принимать в этом участие. Подождите, на тот момент, когда вы передумали, мама захотела продать, я правильно понимаю? Да, мы просто знали характер мамы, и мы всячески там старались как-то дистанцироваться. И так веду не только я. Вы старались дистанцироваться? Вы считаете, приехать к маме на дачу вместе с мужем и детьми, это и есть дистанцироваться? Нет, я имею в виду в предыдущие. На самом интересном месте. Ну что ж такое-то, а? Меня зовут Алиса, мне 32 года, я замужем 8 лет, есть сын. Осенью прошлого года я влюбилась в нового коллегу. Он женат. Это было до коронавируса. Так. Обоюдная любовь с первого взгляда. У нас был короткий роман, очень сложные болезненные отношения. Мы приняли решение расстаться. Начался карантин и удаленная работа. И все это время мы не общались. Я отвыкла от него, снова обрела себя, наслаждаюсь жизнью, вышла из депрессии. Вопрос: выходить ли на обожаемую мной работу с риском опять его увидеть и испытать ту же боль, чего я очень боюсь и не хочу, или искать новую работу? Интереснейший вопрос и, надеюсь, не менее интересный ответ. Представьте себе, Мария, вы что-то любите, но то, что вы любите, если вы захотите это получить, может для вас сопровождаться болью. Вот скажите мне сами, как человек человеку, вы бы отказались а то, что очень любите, предполагая, что, может быть, по дороге к любви еще и больно. Ну, смотря насколько больно. А я, может, спрошу, смотря насколько любите, может быть? Ну, иногда это too much. Как зовут вот нашу героиню? Алиса, 32 года. Алиса, 32 года. Вам же только 32 года. Смотрите, это вот та самая история, когда я обожаю свою работу, я обожаю эту машину, я обожаю это платье, я обожаю этого человека. То есть я что-то люблю, и мне, чтобы получить то, что я люблю, нужно, как бы что-то решить для себя, что где-то по дороге к любви я могу от чего-то пострадать. Михаил, здесь Алиса пишет, что у них были очень болезненные отношения. Непонятно, в чем болезненные. Как понятно? Это же коронавирус. Это же по удаленке. Ну, подождите, здесь это не по удаленке. Это до? До удаленки. У них был короткий роман, довольно болезненные отношения. Ну, затем пришел коронавирус, Алиса, и они не видели друг друга. Смотрите, решать вам, но вы должны иметь в виду, что если вы откажетесь от обожаемой работы, то вы пойдете на поводу своего страха. Это классический пример того, как люди от чего-то отказываются из-за страха. Кстати, я хочу сказать спасибо Слепакову Семену за то, что он скрасил карантин своим сериалом «Окаянные дни». Видели, что ли, Мария? Я только Бунина читала. Я не посмотрела. Как говорится, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то бульон жидкий. Но Слепаков делает хорошие сериалы. Образованная девушка, вы читаете Бунина. А простые парни вроде меня, пока вы читаете Бунина, смотрят и жрут за слепаковским сериалом «Окаянные дни», где вот это все описано. Вот эта любовь как раз и другие взаимоотношения между людьми в период пандемии. Насколько я понимаю, там была затравка, что мужчина завис с любовницей, а тут пришел коронавирус. Не так, там... И сказали: ребят, социальное приложение, слушайте, сидите дома. Там гораздо смешнее было. Там, значит, мужику подарили массаж. Массаж. Я сейчас... массаж, ну да. Он пришел на массаж. Ну, кто ж не знает. Но массаж непростой, как было сказано в сериале, со счастливым исходом. Завершением. Ну да, не будем. У нас сейчас время до 12 ночи, мы не будем уточнять. И оказалось, что массажистка приехала из Италии. И ее, значит, заперли на карантин, а так как он оказался в массажистке дома, его тоже заперли. Вот, там как раз играет Аня Михалкова, женой этого пострадавшего. Вот, и Аня Михалкова ждет как бы мужа домой, а муж ей звонит вот по интернету, говорит: я не могу домой прийти. Дальше Аня видит, что рядом с мужем бабка какая-то бегает, говорит: а что случилось? Он про массаж рассказывает. Очень... Но там каждая новая серия про другое. Вот последняя серия, которую я смотрел, это как раз Маша Машкова звонит из Америки своей маме в Москву, там, по-моему. Говорит: мам, приезжай,
Потому что я очень боюсь, что ты можешь заболеть, и я очень за тебя волнуюсь. А мамина подруга, психолог, говорит: слушай, твоя дочь, она нарцисс, она не может тебе предложить приехать, потому что она боится за тебя. Скорее всего, что-то от тебя надо. А приезжай так. Значит, лесом идешь по Беларуси, 10 минут по лесу, потом прилетаешь в Кению, и потому что нельзя приехать же из России в Америку, рейсов же нету, и из Кении тебя доставляют в США. Мама уже пошла чемодан собирать, значит, а оказалось, что просто муж потерял работу, не с кем с детьми сидеть. Вот, очень смешной сериал. Слепаков красавец, как обычно, сделал что-то хорошее. Ну, а мы берем звоночек. Вы неплохо, да, провели карантин. Да. Ой, да что ж такое? Следующая линия. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да, зовут меня Денис. Вот позвонился вам рассказать вам, как моя жизнь изменилась за период коронавируса. Какой же, должен сказать, вопрос был в эфире? Да-да. Вот. Пока сидел дома, за период этот решил найти себе какое-то занятие и начал изучать новую науку для себя, программирование. Очень интересно. Понятно. Алло. А что значит спойлерить? Влад с Финляндии пишет: Михаил, не стоит спойлерить. Что он имеет в виду? Вы все рассказали. Понимаете? А спойлерить это что? Те, кто еще не знал, зачем едет мама, уже знают. Типа кто убил в детективе, да? Это садовник. Вы все рассказали. Ну, там много серий, так что ничего страшного. А еще я вспомнил, тоже смешное, значит, Слепакова пригласили к Урганту. Кстати, тут меня упоминали в передаче «Вечерний Ургант». Мы с Ревой Александром делали прямой эфир. Неважно. Значит, и говорит Слепаков: у меня, говорит, есть знакомый, у которого стриптиз-клуб, который в период пандемии... Так это вы были? Нет, подпольно работал. Он говорит, там пользовались успехом телочки, у которых есть антитела. Смешно ведь уже, да? Это рассказ у Ивана Урганта в передаче Слепакова, что у него есть товарищ, у которого стрип-клуб. Так. И во время пандемии... А вы здесь, Михаил, при чем? Я просто включил телевизор и смотрел эту передачу. Так не то, что сейчас подумали, да. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это и меня слышно? И вас слышно, и нас слышно. Алло, здравствуйте, Наталья. Наталья меня зовут. Михаил, Мари. Рассказывайте, Очень Наталья. приятно. Я звоню из Германии вам. У меня такая ситуация. Во время коронавируса я и мой молодой человек впервые так много времени проводили вместе. До этого мы не живем вместе, мы живем по раздельности уже около 2 лет. И когда мы были вместе, все было так хорошо, и он много времени мне уделял, и я была счастлива. Сейчас же, когда все опять наладилось, и он работает руководителем в каком-то в баре, и очень много времени сейчас уходит на то, чтобы он там опять все восстанавливал после короны. И мне теперь, естественно, на это абсолютно никакого времени не уделяет. То есть мы видимся, мы сейчас очень часто скандалим из-за того, что времени нет. И он объясняет все это тем, что, ты должна это принять, не могу тебе уделить время. Причем, что когда заканчивает работу, все равно там остается на своей работе и дальше проводит время с друзьями, например. Я не знаю, как к этому относиться сейчас. То есть я была благодарна короне, с одной стороны, что она нас так вместе свела. Сейчас же я не знаю, как с этой ситуацией быть. Как не знаете? Конечно, знаете. Вам же не нравится эта ситуация? Она не нравится, но он мне объясняет. Ты подожди, Стоп. тебя люблю. Какая разница, что он вам объясняет? Какая вам разница, что он объясняет? Это же не работа. Он просто хочет проводить время так, как он хочет. Вы же сами говорите, что он там с друзьями остается после работы. Вот. У нас есть 2 сценария. Если вы мазохистская жертва, вы будете терпеть и плакать. А если вы здоровая женщина, вы найдете себе другого парня. Все очень просто. Знаете, я каждый раз себе так и объясняю, но почему-то все время тянет туда, и он хорошо ко мне относится, когда мы действительно вместе проводим время. И стоит ему уйти за дверь, так все, там другая жизнь. А вы знаете, как называется жена, которая всегда знает, где находится ее муж? Как Нет. она называется? Вдова. Шучу.
А вам парнишку поменять стоило. Потому что это и есть ваша жизнь, и это и есть ваши отношения. Более того, вы не зря же 2 года и живете-то не вместе. Вы же вынуждены стали вместе жить, а не потому, что так захотели. Я говорила ему, что хочу и ребенка второго. Подожди, как вас зовут? Замуж опять. Как вас зовут? Наташа, дорогая. Вот я вам сейчас хочу дать дельный совет. Не надо лезть другим людям в голову. Он говорил, он обещал, у него обстоятельства, у него такая работа. Вам какая разница, почему он это делает? Вот многие люди, когда пытаются, свой мазохизм оправдать, они пытаются найти какое-то объяснение. Он что, глухонемой капитан дальнего плавания, он в баре работает, я правильно понял? Да. И он остается с друзьями, даже когда бар не работает, я правильно понял? Да, вот. А что вы тогда пытаетесь, а зачем вы тогда тратите время на то, чтобы понять, как было сказано, и простить? Вы зачем на это время тратите? Он так объясняет. Давайте я этот список продолжу. Парень говорит девушке, я не могу на тебе жениться, я не готов материально, у нас сейчас нет денег на свадьбу. Вам-то какая разница? Вы говорите, ладно, свидание было без любви, разлука будет без печали. Есть хороший вопрос про коронавирус. Пожалуйста. От Дины из Саратова. Вот не знаю, успеем. В общем, Дина говорит, что придерживается правил изоляции, пока ситуация не станет лучше, и меня раздражают гуляющие люди без масок. Есть друзья, кто не верит в вирус или говорят, что не боятся. Я тоже не боюсь болеть, но я не хочу вредить другим. И я вижу в том, что другие не носят маски, без различия к жизни менее здоровых людей. А это, я считаю, фашизм. И вообще, мне страшно, я начинаю не доверять людям и просто их ненавидеть. Тут нет вопроса. Я выражаю просто солидарность, потому что это безответственное отношение к другим людям, да и к своей жизни тоже. Кстати, последние исследования говорят, что маска наиболее главный, наиболее правильный, востребованный продукт при пандемии. Но было бы неплохо, если бы мы ее все носили. Одевайте, Мария. Сейчас. Поджом. Давайте. У вас какая, кстати? У меня бумажная, простая. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз я снова к вам дозвонилась. Наталья? Нет, Полина. Связь оборвалась по моей вине. Полина, мы ничего страшного. разговаривали, об моих взаимоотношениях с мамой, вот в ходе того, что мы стали с ней больше общаться из-за дачи. Я хотела бы дополнить, что мама у меня очень непростой человек, и из-за этого и приходится с ней держать некоторую дистанцию. Это такой, Полина, дорогая моя, давайте еще раз попробуем. Вы свою маму знаете с рождения, правда? Да. Зачем вы полезли к маме на дачу и отговорили ее продавать, если вы знаете, что мама непростой человек? Я понять не могу. Потому что была договоренность. Ведь даже не только мама я ведь хотела же продать дачу, правда? Подождите, не надо покупаться и продаваться. Мама говорит, я хочу продать дачу. Я правильно вас понял? Мама сначала очень долго меня с моим мужем уговаривала на протяжении года. Правильно, мама не уговорила и пошла продавать дачу. Зачем же вы изменили свои... Да, коронавирус, и нам эта дача понадобилась. И мы вступили с ней в некоторый такой семейный кооператив. Хорошо, Полина, а у вас вопрос какой-нибудь будет? Да, конечно. Вопрос касается следующего. Вот испортились отношения, между нами всеми на фоне вот этого предприятия. И так они были, конечно, далеки от идеала, совсем испортились. И, знаете, я сейчас стала думать о том, что вот ей снова понадобится скорая помощь. Я просто не понимаю, она от меня отказалась буквально на днях, в ходе глупой ситуации. В общем, она просто сказала мне уезжать с этой дачи. И я уехала, и... я не очень поняла ее дальнейшие планы, будет продавать она, не будет продавать. По большому счету, мне все равно, но ведь ей может понадобиться дальше моя помощь. Она снова ко мне обратится. Я свою маму тоже хорошо знаю. Ладно, с дачей. Будут еще другие события, где она будет ко мне обращаться. Так как вы не одна, у мамы может быть одна, а в эфире нет, то вы приходите медленно к вопросу, а лучше быстро. Хорошо, сейчас, извините. В общем, я не понимаю, как с ней общаться. У меня такое чувство, что она меня постоянно использует, обманывает и... Так вы же только что сами маму использовали, Полина. Вы говорите, прямо как я рассказал по сериалу Слепакова,
Когда дочка займет, говорит, мама, приезжай, я боюсь за твое здоровье. А на самом деле некому с внуками сидеть. Ну, так мы же много делали. Полина, оставьте маму и дачу. Вы хотите эту проблему решить? Или вы что, хотите усугубить проблему с мамой? Я понять не могу. Вы сами что хотите? Потому что вы понимаете, что с мамой вы жить не можете. Сказали правильно, мама уговаривала, но у нее не получилось. Это было правильное поведение. Теперь, во время пандемии, вам понадобилась мамина дача. После чего отношения были испорчены. Что тут непонятного? Надо оставить в покое и маму, и дачу. И дальше отношения у вас будут такие, какие, на расстоянии у мамы с дочкой неплохие будут. Вот и все. Как бы обратно верните все в изначальное состояние. Тем временем, Михаил, появились сообщения о разводе, то, о чем нас предупреждали. Юлия, добрый вечер, Михаил. После карантина решила развестись с мужем. Долго думала, сомневалась и сообщила о своем решении. Муж с детьми в выходные и праздничные дни, они отдыхают у него, у родственников на даче. А я просто не успевала с детьми. Я планирую устроиться на работу, подать на развод, развестись, разъехаться. У меня вопрос. С одной стороны, я точно знаю, что больше с мужем жить не хочу. Мы уже давно друг друга не понимаем и часто ругаемся. С другой, мне непривычно, что в выходные дни дети не со мной. Как пережить все это самой? Правильно объяснить детям и выстроить отношения с мужем. Муж, кстати, со мной не разговаривает и, думаю, будет меня игнорировать в дальнейшем. Так он точно, кстати, вел себя с бывшей женой. А почему дети не с мамой, я не понял? Они только лишь на выходные и праздничные дни отправляются к папе, и Юле сложно пережить то, что они отправляются к отцу. Смотрите, ситуация следующая. Я в свое время работал еще юристом и вел переговоры между супругами при разводе как раз по поводу детей. И я объяснял, что нельзя так жить с детьми, что все будни у мамы, а все выходные у папы. Это неправильно. Как правильно? Есть два варианта. Надеюсь, кто нам пишет? Юля. Юля нас сейчас слышит. Дорогая Юля, варианта 2. Если ваш муж хочет на все выходные забирать детей, чтобы туда-обратно не возить, то он это может делать через выходные. Говоря по-русски, 2 раза в месяц. Если муж хочет взять на один день, то вы каждую неделю чередуете. С пятницы по, скажем, субботу дети у мужа, с субботы по воскресенье у вас, или наоборот. Ну, наверное, лучше все-таки 2 раза, чтобы детей не бегать и не делить выходные. Проще, особенно когда школа начнется, чтобы 1 неделя выходные у мужа, 2 неделя у вас. Вот и все, что я вам хочу предложить. Здравствуйте. Алло. Здрасте. Михаил, слышно меня, нет? Да, очень хорошо слышно. Я беспокою вас, извините, пожалуйста, это из города Воронеж. Меня зовут Артур. Я вообще вам звонил, уже 5 раз дозваниваюсь. Я вообще православный человек. Я не знаю, может, как-то вам не совсем, как-то, может быть, как-то часто обращаются православные люди в вашу программу или как-то вот так. Но я хотел бы попросить вашего помощи, ваших доброго совета. Как вы думаете, вот что делать человеку, который замкнут на себе? У него то очень чрезмерное высокое эго, нарциссизм очень огромный, и плюс у него очень большая самооценка, а иногда очень контрастная низкая самооценка. Плюс я читаю вашу книгу регулярно, мне мама подарила, хотя я сам изъявил желание купить эту книгу, хотя я далек от психологии, от всего этого, но я очень люблю вас, очень уважаю ваши советы. Спасибо. Я от психологии далек, но это значит, что я далек от людей, которые в психологии. Поэтому психология, она мне всегда приятна, и она мне помогает. И ваша книга, это очень амбициозная книга, которая за недорогую сумму, я купил эту книгу, она мне очень помогла. Предлагаю опустить детали и мне ответить на ваш вопрос. Итак, вы спросили, что делать человеку, у которого то самооценка прыгает, то нарциссизм с гордыней. Ему надо пойти к психологу. Но для других слушателей я еще добавлю, что при нарциссизме самооценка очень низкая. Люди вообще путают 2 понятия. Они считают, что эгоисты — это люди, зацикленные на себе, им на других наплевать, и что нарциссы — это самовлюбленные люди. Эгоисты — это люди, которые живут все время своими страданиями, переживаниями, и поэтому им не делают других, а не потому, что они такие крутые. Им на всех наплевать, им не до других людей, они сосредоточены на своей боли и проблемах. А у нарциссов вообще огромная черная дыра в душе,
потому что они себя не любят, и их нарциссизм проистекает от того, что им нужны другие люди, чтобы заполнить эту дыру. Поэтому они живут любовью других людей. Вот, кстати, один из самых ярких примеров нарциссов – это актеры. Но люди этого не понимают, они считают, что все актеры эгоисты – это самовлюбленные люди. Все прямо наоборот, они самые невлюбленные. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, Здравствуйте. здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Михаил. Очень рада, что дозвонилась. Меня зовут Лусине, я из Москвы. У меня такой вопрос. А как понять, что вот все говорят, что нужно принять родителей такими, какие они есть, если отношения там наладить с папой и так далее. Как понять, что вот уже вот это вот принятие произошло? Потому что я очень много лет работаю над этими У вас отношениями, нет, и мне все равно я скажу... нет ощущения, моментами, мне кажется, что я все-таки это не приняла. Ну, конечно, если у вас остались обиды, претензии, то вы не приняли. Ну, глобально, как мне кажется, что я себя убеждаю в том, что у меня не осталось никаких таких. Но ситуаций, например, у меня бывает какая-то конкретная ситуация, что я ожидаю там какого-то поведения, да, с его стороны, там, с отца и так далее. И мне кажется, что я злюсь или там не так, да, то есть вроде как глобальной обиды нет, которая контролирует там все мои отношения над ним. Но вот ситуативно это все равно проявляется. Вы знаете, раз у вас ситуативно... Ну, конечно, раз это у вас проявляется, то принятие не произошло. Давайте, во-первых, друзья мои, пожалуйста, у нас сегодня не эта тема, не про родителей. У нас тема, как изменилась ваша жизнь после карантина. Не будем забывать. Итак, я, Люба, после карантина поняла, что хочу развестись с мужем. Это не Юлия, немножко другая. Это другая Юлия. Да. Это Юлию зовут Люба. Это Юлю зовут Люба. Извините, Любовь, да. Сначала такое желание пришло само, потом мне помогли ваши статьи, но я хочу решить все мирным путем. Муж против развода и сказал, что не отпустит ситуацию. Как мне ему объяснить, что я его не хочу? Я уже говорила, в глаза это не помогает. Как развестись по-взрослому, без войны? Ну, по-взрослому, без войны развестись можно, прибегнув к услугам посредника. Я сейчас этим не занимаюсь, а раньше, кстати, был семейным посредником. Вот. Это как бы без суда, это человек, который договаривается с обеими сторонами. Ну, такая американская система. Ну да, адвокат. У нас, к сожалению, не очень она принята. Вообще, я думаю, что я до сих пор единственный в России человек, который этим уже не занимаюсь, но занимался. Вот. Я хочу сказать, что все остальное – это суды. Вторая ситуация, где с войной, но без участия, это когда вы нанимаете адвокатов, выписываете на них доверенность и сами в суд не ходите. То есть вы сидите дома спокойно, смотрите в окно, а в это время баталии все находятся в суде, но вы в них не участвуете. Вот. К сожалению, людям, знаете, что невозможно, ну, наверное, возможно все-таки, может быть, вам удастся до вашего мужа достучаться с очень простой идеей. Дорогой муж, я считаю, что мы все люди заслуживаем того, чтобы нас любили. Я считаю, что это и по отношению к тебе тоже несправедливо, чтобы ты жил с женой, которая тебя не любит. Сейчас ты этого не понимаешь, у тебя какие-то свои там мысли, но со временем все кончится, все, как правило, разводом, или тебе придется всю жизнь терпеть то, что ты живешь с человеком, который тебя не любит и не хочет. Вот мысль о том, что все заслуживают людей, которые их будут любить, должна успокоить тех, кто цепляется за отношения, где их не принимают и не любят. Подумайте об этом. Звоночек? Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Да, Анастасия, пожалуйста. Я бы хотела задать вопрос такой, как не ревновать, не обижаться на маму, когда она... Ну, я уже взрослая, мне 34 года. У мамы есть еще сын, брат мой, и иногда я ревную, испытываю какие-то обиды, когда внимание достается больше ему. Угу. Вот. И причем это как-то обострилось именно в тот период, когда у меня появилась дочь. А мама что-то специально делает, что вас ранит конкретно? Да, она
бывает такое, что мы собираемся, было вот сейчас собирались к ней на день рождения, купили ей подарок, она была на даче, вот, мы собрались всей семьей приехать, а вечером она звонит и говорит, что ее брат попросил, мой брат, попросил поехать с ней там по каким-то делам. В итоге она уезжает, мы приехали на дачу, и в воскресенье, в общем, ее, только в воскресенье она приехала. Но вы сказали, что вы ревнуете к брату. Так брат же ровно в таком же положении оказался. Он тоже приехал, и мама также на даче не было. Нет, он не приехал на дачу, он был здесь. Умнее оказался? Видимо, да. Но вот этот пример мне не... то, что она к вам плохо относится, может быть. А где она к брату хорошо, а к вам плохо? Вот такой пример. Вот так сходу, наверное, не могу сказать. Но вы же ревнуете по какой-то конкретной причине, а сходу... Мне не нравится, что я вот именно обижаюсь, когда она... А вы считаете это объективно? Она и вам время уделяет. Вот давайте вот эту ситуацию лучше разберем. Вы приехали на дачу поздравить маму, а ее на даче не было. Вы считаете, да, мама виновата в этой ситуации? Может быть и нет. Вроде как она знала, что мы хотим приехать ее поздравить. Вы ей сказали об этом? Да. Она знала, что вы приедете? Да. Она как-то объяснила, почему не было на даче, почему она вас не предупредила? Она, да, сказала, что брату нужна помощь, что нужно было поехать. Она вас не предупредила об этом, да? Но она предупредила уже вечером, и мы решили уже все равно ехать, дождаться ее, хотя бы в воскресенье поздравить. Вы знаете, а вы попробуйте маму на время в покое оставить. Вам больше, кроме мамы, нечем жить? Почему нет? У меня работа, муж, ребенок. Может быть, вы переключитесь на работу мужа и ребенка? Потому что вы, получается, за мамой бегаете. Да. И хоть она и ваша мама, но люди, они как животные здесь себя ведут. А почему я за ней бегаю тогда? Потому что вы в детстве, вы старшая или младшая? Старшая. Вот поэтому за ней бегаете. Потому что когда появился ваш брат младший, с этого момента началась ревность. И вам казалось, что мама его любит больше, вас меньше, а само поведение стало таким, что мама стала больше уделять внимание вашему брату, то, что вы как раз сами за мамой бегали. Чтобы дать маме возможность вас полюбить, просто не трогайте. Пусть мама вам звонит, пусть мама приезжает, а вас нету дома, потому что вы к этому же брату пошли за помощью. А маму предупредили поздно. Мама будет просто не узнать. Попробуйте. Потом спасибо скажете. Вернемся через несколько минут. Есть, кстати, вопросы с тем, что закрыты границы из-за коронавируса. А то все про маму, да про маму. Сколько же можно? Через 4 минуты бедная продолжим. Мать. Как говорится, жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. Но о мамах мы еще поговорим. А сегодня мы говорим о влиянии пандемии и карантина на вашу жизнь. Вот Дима спрашивает, судя по номеру Украина +38. Добрый вечер, Михаил. В связи с коронавирусом есть ограничения в поездках из-за границы на родину. Как не падать духом в ожидании возвращения домой, потому что никак не могу повлиять на ситуацию в данный момент? Как не падать духом? Посмотреть на меня, который одновременно стремится в Юрмалу, в Украину, в Израиль. Никого не забыл. Подождите, вы-то живете в России, и у вас здесь, у вас здесь дом, да? Как и сказал Бендер, телом в Калькутте, душой с вами. И я не просто стремлюсь, а я еще работать хочу. И я вот как-то все это терплю, живу как-то с этим. И не забывайте, что есть WhatsApp. Да, есть Zoom, WhatsApp, Skype. Zoom и все остальное. Поэтому я вам хочу сказать, товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. И на обломках карантина. Вот напишут, что-нибудь, а мы попадем за границу. Поехали дальше. Добрый вечер. Здравствуйте. Да что ж такое? Добрый вечер. Вот они, последствия-то карантина. А вот они. Как вам такое сообщение? Муж ушел 2 месяца назад. Был карантин. И об этом никто не знает. Ни друзья, ни родственники. Сейчас потихоньку начинаю общаться с друзьями. Вопрос. Рассказывать друзьям, что мы расстались с мужем? Я боюсь реакции мужа. Так как муж ничего не предупреждал, специально не говорил. Хотите — говорите. А не хотите — не говорите. А мне вот нравится. Лежали с супругой с ковидом. Какая-то эротическая история. Более страшно, что жизнь может так быстро кончиться.
а еще ничего толком не сделал. После всего пережитого ничего не буду откладывать, жить и дышать. Всем здоровья. Михаил Пензыш, 54 года. То есть Михаил что нам пишет? Что он настолько испугался близости смерти, что он решил, как повлиял на него карантин, да? Ничего в жизни не откладывать. Здесь и сейчас. Правильно. Жизнь короткая. Согласен с Михаилом. Одну нашу слушательницу уволили с работы, она работала в кафе, и она открыла свое кафе. Ну вот положительные примеры. Не хватает нам их в жизни. Добрый вечер. Здрасте. Вот, наверное, последний звонок. Говорите, Здравствуйте. Здравствуйте. Это я дозвонилась? Супер. Тут два варианта. Последний Или вы, вагон или я. успел. Так. Попробую коротко. Я занимаюсь только тем, что я люблю. У меня любимый муж, любимые дети, хобби, дача. Но я ничего не успеваю. Это меня просто приводит все время в какой-то ступор. Я вижу, комната не убрана, я расстраиваюсь. Я вижу, это не сделано, я расстраиваюсь. Мне не хватает на спорт, я расстраиваюсь. То есть вроде делаю все, что люблю, но не получаю удовольствия от этого. Не понял. И с возрастом это как бы вот это состояние, почему удовольствие не оно было? накапливается. А почему удовольствие Потому не что получаете? Потому что я что-то делаю за счет другого. То есть если я занялась уборкой, я не успела позаниматься с ребенком. А почему вы должны разрываться? У вас какая-то странная психика. Зачем вам все успеть? Зачем вам разрываться? Зачем вам выбирать? Вы хотите с ребенком заниматься? Занимаетесь с ребенком. А другой раз уборкой. Вот у вас какая-то такая нервозная достаточно психология, что вы пытаетесь сделать все и сразу. Зачем? Ну, это у меня как бы вот сейчас как-то накапливается вот за последние там 2-3 года я стала... А вы можете отпустить ловить. просто... Да, не надо все пытаться успеть, надо отпускать ситуацию. Очень хорошее сообщение от Лизы. После карантина побежал записываться к психотерапевту. Раскрылись симптомы расстройства пищевого поведения. Впоследствии прохожу терапию по теме контролирующего поведения. Можно избавиться от этого контролирующего родителя. Как перестать контролировать? Конечно, можно, Лиза, это потому что тревожность так выглядит. А я как ел до карантина много, и во время карантина, и после, даже ходить некому. Мне нравится мое пищевое поведение, друзья мои. Вас я тоже люблю, Мари, спасибо. И я прощаюсь с вами до следующего вторника. Угу. Ну и все, пожалуй. Что тут еще сказать? До вторника, Михаил. Живите хорошо и счастливо.